Привет, граждане! Скажите, вам тоже надоело открывать ролики с названиями «Как сделать интерьер богаче» и видеть внутри один и тот же посыл «Не будьте бедными». Сегодня без кликбейта мы реально дадим вам решение для вашей квартиры, которое позволит ей выглядеть дороже за очень маленький прайс. Обращали внимание, что дизайнеры не любят называть стоимость квадратного метра в тех интерьерах, где они стоят и учат вас дизайну, но иногда проскакивает. Ты скажешь сумму, которая вышла бы для заказчика, если бы... То есть 70 тысяч за квадрат. Ну это недорого. Сейчас это точно за 200. А теперь обратите внимание, как в этих интерьерах за миллионы рублей зачастую похабно выполнены узлы примыкания пола и стен. Когда вы смотрите ролики, это проскакивает мимо ваших глаз, а между тем там творится такое, что и в экономе было бы стыдно сдать заказчику. А все потому, что стыки разных покрытий – это то место, на котором чаще всего косячат строители. Иногда и стык прям радует глаз, аккуратный шов, подобран цвет. А потом в той же квартире ты видишь вот такое и не понимаешь, тут что, ногой шов затирали? Вот за это сотни тысяч рублей за метр платит заказчик, напоминаю. Так зачем же дизайнеры в современных интерьерах отказываются от плинтусов? Они что, дешевят интерьер? У плинтуса главная функция – спрятать технологический стык пола и стены, закрыть зазор, необходимый для плавающих полов. Все остальные его функции, вроде защиты стены при уборке, декоративная, это все вторично. Но, пряча стык, плинтус приносит с собой ворох других сложностей. Он может плохо примыкать к наличникам без базы, может мешать установке мебели, которая в свою очередь может ограничивать высоту плинтуса. Хотели бы вы 100 мм, а нет, извольте взять 80, потому что низкий цоколь. И вот уже дизайнеры начинают продвигать скрытые плинтусы, дескать, и к скрытым дверям идеально подходит, и интерьер дороже делают. Да и что тут спорить, решение красивое, минималистичное, стык закрыт, стена защищена, все, идеальное решение, надо советовать всем. Мешает только сложность воплощения этой идеи. Помимо устройства ниши в выровненной стене, способов там несколько, самый простой – это вставить на стадии выравнивания временную доску. Добавляется процесс установки профиля, доштукатуривания, да и стоимость самого плинтуса и его установки никуда не девается. Вот и получаем на выходе абсолютно негуманный ценник. А идея-то отличная, подходит для любых полов, из минусов только стоимость. Вот и начали в ремонтах пытаться что-то придумать с герметиками в стыке. Но на практике, вот вам пример все той же красивой квартиры Натальи Шелковской. Вы видите? Вот это примыкание в квартире с отделкой за миллионы рублей. Чтобы не мучиться с ювелирными стыками, строителям помогли производители герметиков. Они предложили решение с прозрачным герметиком, заполненным пробковой крошкой. И кто-то вам обязательно скажет, что... Отлично сочетается с паркетной доской, с инженерной доской. Ну, друзья, если это называется «отлично сочетается», нет. Так как ни мне одному это кажется полной ерундой, то дизайнеры напряглись и нашли новый стык, который принялись продвигать в массы, чуть ли не возводя его в ранг новой религии. И да, я сейчас про теневой плинтус. И он даже дешевле получается существенно скрытого плинтуса. Вот только, а как быть с недорогими плавающими полами, ламинатом, щитовым паркетом? Не просто так под роликами про теневое примыкание люди задаются вопросом, а как туда завести ламинат-то? Представьте, вот у вас сделан стык, вы же туда не засунете его, он не гибкий. Вам придется так же, как и в случае со скрытым плинтусом, сделать нишу в стене глубиной миллиметров 25, высотой около 100. И вот тогда в это специально подготовленное пространство у вас защелкнется плавающий пол. Дальше уже ставится профиль, доштукатуривается, и вы наконец получаете ту самую теневую красоту. Нет, выглядит это реально прекрасно, плюс вам расскажут, что швабра-то проходит, скромно умолчав о пылесосе, и я не о нежном роботе, а о нормальной такой щетке, которая лупит по этому краю. Таким же недостатком обладает эдакий плинтус-профиль, пытающийся сейчас закрепиться на рынке. Он ставится в сантиметровый зазор между полом и стеной. Выглядит он непривычно. Торчащий угол на полу царапает взгляд, кажется, что за него будет все цепляться. Плюс здесь критично выравнивание стен, оно должно быть прям очень хорошее. Топовые дизайнеры упоминают о таком варианте, но пока не продвигают, и я их понимаю, решение спорное. Не понимаю только, почему никто не сделал следующий шаг в логике уголка.
Так вот, граждане, познакомьтесь, псевдотеневой плинтус. Стоит в 10-20 раз дешевле, чем теневой. Выглядит, на мой взгляд, не хуже. Прежде чем я углублюсь в техническую реализацию такого плинтуса, позвольте сказать несколько слов об объекте. Это была, что называется, убитая однушка на 30 квадратных метров с привычной всем ужасной планировкой, вот с этим туалетом возле кухни, наверняка знаете такие. Так вот, живет в новой отделке хозяйка уже более года, поэтому наше решение мы смело рекомендуем как прошедшее полноценную проверку временем и эксплуатацией. Кстати, в этой квартирке воплощено около 40 всяких необычных решений. Если вам интересно узнать, как и зачем встроить холодильник в туалет, получить бесплатную теплую стену, сделать недорогой на этот раз потолочный плинтус, встроить в потолок Алису, забабахать шикарный душевой поддон с опять же бесплатным подогревом и всякие другие фишки, подпишитесь и дайте знать в комментариях, что вам интересно, обязательно расскажу. Итак, возвращаемся к плинтусу. Смотрите, в квартире уложен СПС-ламинат, другими словами кварц-винил, ну или винил, как хотите называйте. Его максимальная толщина обычно не превышает 6 мм. Так как коэффициент линейного расширения у этого пола в 4 раза меньше, чем у ламината, то он, что называется, и не усыхает, и не увеличивается в размерах. Его можно без опаски класть единым полотном даже в больших квартирах. Теперь давайте для наглядности мы вернемся к показанному нами последнему решению. Помните, с плинтусом уголком между ламинатом и стеной. Меняем ламинат на кварц-винил. В слое штукатурки делаем небольшое углубление, буквально на пару миллиметров выше отметки пола. При укладке заводим край на 1-2 мм за плоскость стены. Если не получается, не страшно, можно оставить и в одной плоскости край, он все равно будет закрыт уголком, который приклеивается к стене. Так как уголок лучше взять 15 мм, почему я объясню дальше, то его скрытую полку можно подрезать, если ваш слой штукатурки меньше. Это гораздо проще, чем долбить монолит. Еще один плюс этого решения – это идеальное примыкание к коробке входной двери. Обычно в этом месте приходится что-то придумывать, и там зачастую появляется даже точно такой же уголок. Просто теперь он идет по всей квартире. Как я уже говорил, уголок лучше использовать 15 мм, с ним будет проще в монтаже, чем с десяточкой. Независимо от выбранной высоты, не забудьте выставить высоту дверных полотен на такую же от пола, тогда ваш плинтус визуально не будет отличаться по высоте от щели под дверью. Независимо от того, будет ваш уголок пластиковый или алюминиевый, в первую очередь для защиты стены важна высота этого уголка. От современных тонких швабр защитит и десяточка. Роботы-пылесосы давно научились обходиться с любыми стенами нежно, а вот щетки ручных пылесосов разговор отдельный. Например, щетка Dyson четко упирается в верхний край 15 мм плинтуса.